Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена извержениями, ураганами, оползнями и наводнениями. И это лишь только один день из жизни нашей планеты. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Первый крупный снежный шторм этой зимы обрушился на северо-восток Соединенных Штатов, приведя к серьезным нарушениям транспортного сообщения, закрытию школ и введению режима чрезвычайного положения в некоторых районах. Шторм, который ранее пронесся над Средним Западом, во вторник усилился и принес с собой снег, ледяной дождь и сильный ветер, поставив под угрозу безопасность миллионов американцев от Кентукки до штата Мэн. По данным Национальной метеорологической службы США, эпицентр снегопада пришелся на внутренние районы Северо-Востока и Новую Англию. В некоторых районах Пенсильвании, Нью-Йорка, Массачусетса и Мэна выпало до 25 сантиметров снега, а местами до 30 сантиметров. Особую опасность представлял ледяной дождь, который прошел в Апалачах, на границе Вирджинии и Западной Вирджинии, создав крайне опасные условия на дорогах. Движение по основным магистралям, особенно в Огайо и в Нью-Йорке, было сильно затруднено из-за многочисленных аварий и плохой видимости. Власти Пенсильвании ввели ограничения на движение транспорта на подавляющем большинстве автодорог. Хотя крупные города вроде Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона избежали самых сильных снегопадов, непогода, начавшаяся еще в выходные на Среднем Западе, уже привела к тысячам отмен рейсов. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение для 5 округов в северной части штата, наиболее подверженных удару стихии. Власти рекомендовали водителям воздержаться от поездок, если в этом нет крайней необходимости. Шторм также привел к закрытию школ в пострадавших регионах. Коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы расчистить дороги. К вечеру вторника шторм начал ослабевать в Среднеатлантическом регионе, но усилился в Новой Англии и продолжил движение в сторону Канады. Метеорологи предупреждают, что в течение недели ожидается новая волна холодного воздуха и снегопады. Вчера во второй половине дня в итальянской провинции Таранто, в районе побережья между Мандурией и населенным пунктом Сан-Пьетро-ин-Биванья, прошел мощный торнадо. Характерно, что сформировался он как водяной смерч в условиях сильной грозы над Ионическим морем и через несколько минут вышел на сушу, пройдя 3 километра вглубь территории. Вихрь нанес основной удар по сельскохозяйственным зонам. Сорваны крыши с 15-20 теплиц, повреждены оливковые рощи и виноградники, пострадало около 15 гектаров. В Сан-Пьетро-ин-Биванье повалено 10-15 деревьев, заблокировавших прибрежные дороги, а также повреждено несколько пляжных павильонов. Серьезных разрушений жилых домов не зафиксировано, но около 7 домов получили повреждения крыши. Сообщений о погибших или серьезно пострадавших не поступало. Торнадо стал частью широкого фронта сильной непогоды, обрушившегося на Южную Италию, который принес в регион интенсивные дожди и грозы. Страшная трагедия произошла в понедельник в амазонском регионе Укаяли в Перу. В результате оползня в порту Ипария, провинции Коронель-Портильо, затонули 2 речных судна. По последним данным, погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 30 числятся пропавшими без вести. Оползень, вызванный естественной эрозией берега, застал экипаж и пассажиров врасплох. Оба судна, стоявшие на реке, получили критические повреждения. Судно Rapido Orient сразу после удара оползня ушло под воду вместе с пассажирами. Второе судно Deo Rigo, на борту которого находилось около 100 человек, включая жителей отдаленных общин Амазонии, получило серьезные повреждения. Национальный центр по чрезвычайным ситуациям Перу развернул спасательную операцию. Точное количество пассажиров на момент крушения устанавливается, так как учет пассажиров на местных речных маршрутах часто не ведется. Эрозия берегов рек в сезон дождей является частой проблемой в этом регионе. Однако этот оползень оказался особенно трагическим.
В китайском городе Вэйхай в провинции Шаньдун вчера прошла первая в этом сезоне сильная метель, ставшая частью масштабного погодного катаклизма, охватившего восток страны. Еще в конце ноября в Китае наблюдались аномально высокие температуры. 31 метеостанция побила свои исторические рекорды максимумов для этого времени года. После периода рекордного тепла на Восточный Китай обрушилась мощная волна холодного воздуха. Национальным метеорологическим центром было выпущено предупреждение о резком падении температуры на 12-14 градусов Цельсия в затронутых регионах. Вэйхай, расположенный на побережье провинции Шаньдун, оказался в зоне интенсивного снегопада, став одним из первых крупных городов, столкнувшихся с полноценной зимней метелью. Ожидается, что на северо-востоке Китая похолодание будет настолько сильным, что может приблизиться к абсолютному рекорду самых низких температур за всю историю метеонаблюдений. Сильный шторм пронесся вчера в южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Экстремальная погода сопровождалась сильным ветром и обильным градом, который выпал в центральных районах провинции, включая Хилтон, Питермарицбург, а также в районах Данди и Утрехт. Особенно сильно пострадала транспортная инфраструктура. Движение по ключевой автомагистрали Н3 было серьезно затруднено из-за скопления льда на дорогах и плохой видимости. Жители сообщали о повреждениях автомобилей, а также крыш домов и садов. Власти Квазулу-Натала мобилизовали экстренные службы для ликвидации последствий разгула стихии и призвали жителей оставаться дома и избегать затопленных территорий. Пока центральные районы засыпало градом, в районе перевала Ван Ринен были замечены несколько торнадо. Сообщалось о наблюдении 3 разных воронок в течение короткого промежутка времени. Информации о каких-либо повреждениях в этом конкретном районе не поступало. Вихри стали частью общей картины экстремальной погоды, охватившей провинцию. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Индонезия столкнулась с одной из крупнейших гуманитарных катастроф последних лет. Масштабные наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, привели к гибели сотен людей и заставили миллионы местных жителей покинуть свои дома. 2 декабря спасательные службы и правительство обновили данные о последствиях стихийного бедствия, охватившего несколько провинций страны. Согласно последним данным, общее число погибших в результате стихии превысило 753 человека, при этом сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти сообщают о беспрецедентном числе перемещенных лиц. Порядка 1 миллиона 100 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище во временных центрах. Всего от наводнений так или иначе пострадали около 2 миллионов человек. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в провинции Ачех. Как и в 50 других затронутых районах, инфраструктура получила серьезный ущерб. Дороги, мосты и жилые дома оказались под водой или были разрушены оползнями. Оперативные службы продолжают поисковые работы, однако растущее число пропавших без вести, которое по некоторым оценкам приближается к 551 человеку в целом по пострадавшим регионам, не оставляет надежды на лучшее. Международные организации и правительство Индонезии экстренно мобилизуют ресурсы для оказания помощи пострадавшим, обеспечения их питьевой водой, продовольствием и временным жильем. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в регионе сохраняется риск новых осадков, что может усугубить и без того критическую ситуацию. Индонезийский вулкан Марапи, расположенный на острове Суматра, вновь напомнил о своей силе. Вчера утром произошло мощное извержение, в результате которого вулкан выбросил в атмосферу массивный столб пепла. Хотя из-за плотной облачности высоту столба не удалось измерить визуально, эксперты оценивают его высоту примерно в 2000 метров. Ситуация вызвала немедленную реакцию в близлежащих населенных пунктах. Жители склонов вулкана Марапи находятся в состоянии повышенной готовности и ожидают выпадения вулканического пепла. Власти настоятельно рекомендуют населению и туристам держаться на безопасном расстоянии, не менее 3 километров от кратера. Также было выпущено предупреждение о возможном сходе грязевых потоков в руслах рек.
Вулкан Марапи остается одним из самых непредсказуемых в регионе, и местные власти тщательно отслеживают его активность. В отдаленном регионе северной территории Австралии, в пустыне Танами, в понедельник прошла мощная песчаная буря. Огромная движущаяся масса пыли или песка поднялась на тысячи метров в высоту и накрыла отдаленную деревню Танами и прилегающие районы. Как назвали его местные жители, зрелище эпическое и невероятное. Основной причиной стали сильные ветры, образовавшиеся в результате изолированных гроз, которые подхватили огромное количество сухой пыли и песка. Несмотря на драматичность кадров, сообщений о серьезных разрушениях или жертвах не поступало. Буря в основном затронула крайне малонаселенные районы. Специалисты Бюро метеорологии Австралии прогнозируют, что в условиях меняющегося климата частота подобных экстремальных погодных явлений, скорее всего, будет возрастать. Город Лапу-Лапу на острове Мактан филиппинской провинции Себу снова оказался во власти стихии. Интенсивные ливни, принесшие за 3 часа 114 мм осадков, вызвали серьезные наводнения. Высокий утренний прилив усугубил ситуацию, превратив низины в озера глубиной от 30 до 60 сантиметров. Наводнение затронуло жилые и коммерческие зоны, вода проникла в дома на первых этажах, повредила мебель и товары. Особенно сильно пострадала начальная школа Мактан Бенито Эбуэн в Барангайпаху. Более 700 учеников и учителей пришлось эвакуировать после того, как вода ворвалась в классы. Наводнение вызвало значительные нарушения в работе общественного транспорта и вызвало пробки по всему городу, так как подъездные дороги оказались затоплены. На фоне ливня над Мактановым проливом сформировался водяной смерч. Он прошел вдоль побережья и рассеялся, так и не достигнув суши. Это явление стало дополнением к экстремальным погодным условиям, сложившимся в регионе. Местные власти направили экстренные службы для ликвидации последствий непогоды. Вчера утром жители региона Кансай на острове Хонсю стали свидетелями редкого и завораживающего атмосферного явления. Над городами Осака, Киото и Коби наблюдалось радужное свечение или иризация облаков. Это оптическое явление, при котором тонкие облака окрашиваются в радужные цвета, напоминающие перламутр. Этот эффект возникает из-за дифракции или рассеивания солнечного света на мелких капельках переохлажденной воды или кристаллах льда в облаке. Чаще всего иризация наблюдается на краях высококучевых или перисто-кучевых облаков. Цвета при этом могут быть как пастельными, так и очень яркими. Хотя явление длилось всего 20-30 минут, оно вызвало бурю восторга. Для многих жителей Кансая это стало неожиданным и приятным началом декабря. На самом высоком вулкане индонезийского острова Ява, Семеру, вчера утром было зафиксировано очередное извержение. Это событие стало частью непрекращающейся активности гиганта. Согласно данным Центра вулканологии и снижения геологических опасностей Индонезии, извержение произошло в 08:26 по местному времени. Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 500 метров над вершиной кратера. Извержение было зарегистрировано сейсмографом. Максимальная амплитуда толчка составила 22 мм, а общая продолжительность события – 89 секунд. Вулкан Семеру в настоящее время находится на 3-м уровне опасности. Его повышенная активность несет высокий риск сильного извержения. Власти и экстренные службы ведут круглосуточный мониторинг. Жителям и туристам строго запрещено приближаться к кратеру ближе, чем на 13 километров в юго-восточном секторе вдоль реки Бесук-Кобакан, а также находиться в радиусе 5 километров от вершины. Местное население предупреждено о необходимости сохранять бдительность и готовиться к возможному выпадению пепла или сходу пирокластических потоков в ближайшее время. Гавайский вулкан Килауэа, один из самых активных в мире, сегодня затаил дыхание, но его покой обманчив. Хотя мощные фонтаны лавы временно прекратились, вулкан продолжает подавать зловещие сигналы, главный из которых – постоянная угроза обрушения нестабильных склонов кальдеры.
Пока ученые из геологической службы США фиксируют возобновление инфляции магматической камеры, верный признак того, что готовится новый 38-й эпизод извержения, в самом кратере Халли-Мау-Мау не прекращается невидимая миру, но пугающая работа стихии. Края кратера Килауэа – это зона экстремальной опасности. Трещины в земле, неустойчивые, изрезанные обрывы и постоянный риск падения обломков породы – вот что сопровождает каждый вздох огнедышащего гиганта. Посетителям парка строго запрещено приближаться к опасной кромке кратера. По оценкам вулканологов, возможный 38-й эпизод извержения начнется между 5 и 10 декабря. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.